Тао. Путь вознесения. Часть 3. Мысли формы разделения. Раскол души, раскалывание света и тьмы. Приветствуем вас, тех, кто стремится к познанию и вознесению, в это нелегкое время. Мы хотим привлечь ваше внимание к явлению раскола души, как результата мыслеформы разделения. Мы хотели бы поделиться с вами информацией об истории раскола души в вашем творении, и опыте всего, что есть. Карма, которую мы исследуем далее, относится к действиям тьмы, проявленным в человеческих реалиях. На основе просмотра записи генетической кармы наших каналов и других людей, совершающих вознесение в настоящее время, было выявлено, что с самого начала вознесения человеческой формы на Земле, все вознесения были неполными. В результате, Орден Райза отзывает назад все души, когда-либо вознесшиеся с Земли, для реинкарнации и вознесения, на этот раз, полного. Прежде всего, хотим отметить, мысль первична, и все, что происходит в творении, есть результат мыслеформы Бога, богини, всего, что есть. Раскол, как таковой, происходит в результате мыслеформы разделения. И как только возникает данная мыслеформа, проявляется соответствующие события, в результате которого сознание дифференцируется, падая в вибрации, скользя вниз по измерениям с последующей фрагментацией на все большее количество осколков. Так, души с высших измерений спускались вниз по измерениям, подобно потоку воды, пропускаемому через сито, образуя фрагменты души. Фрагмент души содержит запись кармы, травмы, которая произошла в результате разрыва, раскола, информацию большого потрясения. Любой отколовшийся аспект души теряет понимание того целого, к чему он принадлежал до фрагментации. В глубоком понимании, этот аспект души погружается в темноту забвения, беспамятства, полного незнания, неведения. Темнота не является чем-то плохим или неправильным, скорее, это просто форма утраты памяти, при которой фрагментированные части души наносят вред себе и всему, что существует, движимые чувством страха. Скопление фрагментов душ напоминает плотный туман, или пыль, окружающий планету, и множество других объектов в космическом пространстве. Когда туман концентрируется в пространстве, посредством всенарастающей фрагментации, энергия, форма, все более уплотняется, образуя тьму. Когда в межпространстве, куда попала и Земля, такой туман достаточно сгустился, мысли Бога, богини, всего что есть, прекратили поступать на Землю. Для того, чтобы быть услышанным, мыслеформы Бога, богини, истока, всего что есть, должны проникать сквозь него. Если туман становится слишком густым, лишь немногие, или вообще, никакие, мысли Бога, богини, всего что есть, не могут в него войти. Когда осколков душ накопилось достаточно много, связь с великим центральным солнцем на Земле прервалась. Связь между всеми видами жизни на Земле и Богом, богиней, всем что есть, прекратилась. Так, человеческий гуманоидный вид был отделен от Бога, богини, всего что есть. В результате такого отделения от Бога, богини, всего что есть, человечество погрузилось во тьму, беспамятство, одиночество, изолированность.
Таким образом выглядит современная трехмерная мыслеформа в вашей текущей парадигме, заполненная осколками, которые прервали связь с его собственным источником, душой, высшей душой, и, в конечном счете, с Богом, богиней, всем, что есть. На ваших планах реальности, этот феномен получил название сил тьмы, потому что производимое ими разрушение было порождено полной изолированностью, страхом, беспамятством, одиночеством. Плотный туман, окружающий план Земли, состоит из разнообразных форм фрагментированных душ. Часть тумана возникла при расколе Малдик, когда Земля приняла часть расколовшихся при этом душ. Некоторые осколки душ возникли в результате потрясения самой планеты Земля, в результате мощнейшего ядерного взрыва Малдик и изменения орбиты вокруг Солнца. Когда-то эти осколки принадлежали девам, феям и ангельским существам, поддерживавшим форму Малдик и Марса. Далее, в дополнение к этому, осколки душ вокруг Земли появились во второй ледниковый период, когда было уничтожено множество биологических видов жизни в результате падения на Землю крупного метеорита, в том числе динозавров, обитавших в тропических условиях. С их гибелью все девы, феи и ангелы, поддерживавшие их форму, раскололись и продолжали существовать в виде тумана, окружающего Землю вплоть до настоящего времени. А далее, туман вокруг Земли уплотнялся, в результате всей нарастающего количества расколотых душ. В результате, в настоящее время Землю окутывает плотный, темный слой тумана. Пожалуйста, поймите, что уничтожение формы, ее расчленение, ее раскол, сопровождается таким же расколом одухотворяющей ее души, и все, что испытывает форма в момент своей гибели, боль, страх, ужас, оцепенение, также испытывает и душа. Возникает вопрос, как могла возникнуть столь огромная плотность в столь ограниченном пространстве нашего творения? Ответ заключается в следующем. Орден Райза отыскал причину в недавно просмотренных записях. С начала засеивания человеческой расы на Землю, первой причиной дальнейшего уплотнения тумана являются неполные вознесения. Первое неполное вознесение произошло в результате инкарнации антихристовой души Мельхиседека в гуманоидную форму Махавишну. У этой души было мало информации о полном вознесении, и при вознесении с Земли она оставила на ней значительную часть себя. Этот индивид был одним из первых 300 Махавишну, вознесшихся примерно 50 тысяч лет назад, 200 тысяч лет по исчислению человечества. При вознесении, мысли формы возносящегося приобретает планетарную природу, и ее информация интегрируется в голограмму всего человеческого вида, проживающего на Земле. Достаточно было произойти одному, первому, неполному вознесению, чтобы его мыслеформа стала планетарной для всего человеческого вида. Став планетарной, эта мыслеформа была передана каждой гуманоидной форме на Земле и в вашем творении. В результате, в ходе времени, все вознесения стали неполными, оставляющими после себя фрагменты души, вызывая всенарастающий рост сил тьмы. В вашем творении так боятся тьмы и отвергают ее. Потому, что в этом творении тьма и все, что она в себе несет – страх, боль, страдания, смерть, насилие, жестокость, голод, нищету – не просто стали преобладающими, но приобрели свое крайнее выражение. Почему? Отсутствовало равновесие волн всего диапазона энергии, как предполагалось изначально. Вместо этого, мысли формы, что происходит,
когда мы отделяем, была доведена до крайности, и Земля превратилась в хранилище тьмы, складом отходов других звездных систем, и душ из других творений, стремящихся выместить свою тьму на другого, и тем самым возвыситься или вознестись. Светлой энергии на Земле не хватало в достаточном количестве, чтобы уравновесить всей нарастающую тьму. Можете ли вы представить себе, что находитесь на концерте, где исполняются только самые низкие ноты? Это давило бы на ваш слух, также и жизнь на Земле. Аналогично, если бы исполнялись только самые высокие ноты, это было бы скучно. Именно так произошло в творениях, содержащих только свет. Этот эксперимент по крайнему разделению был для всех нас крайне тяжелым. Но также можно осознать, что этот эксперимент не имеет аналогов ни в одном из творений, и тем самым является уникальной возможностью и огромным даром для всех нас ощутить отдельно вибрации тьмы и света, чтобы понять глубину функций и свойств каждой из них. Как свет и тьма были разделены, и как случилось так, что в этом творении тьма стала преобладать над светом. Утратившие память притягивает утратившие память, поэтому такие души естественным образом притягивались в резонанс по вибрациям, схожими с их собственным опытом тьмы, или утраты памяти из других творений. Души голографичны. Если фрагмент, или осколок души всего что есть, познавший отделение и разрушение, инкарнирует в человеческую форму и делает попытку вознестись, эта часть души обратится к собственной информации и памяти о предыдущих проявлениях всего что есть. Этот осколок не хранит память о целостности всего что есть, а только об опыте фрагментации. Когда эта часть души будет стремиться вознестись в человеческой форме, то повторит лишь собственную память фрагментации, оставит после себя некую часть себя, в результате неполного вознесения, и передаст этот информационный штамп всем возносящимся поколениям как шаблон. Когда первая антихристова душа вознеслась с земли, ее светокопия голографически была передана человеческому виду, и привлекла все больше и больше антихристовых душ, вознесшихся впоследствии с земли в человеческой форме, оставлявших после себя еще больше фрагментированных душ, или осколков. В процессе своего вознесения, души предпочитали отделять и отбрасывать от себя темные, балластные части, содержащие неотработанную карму, опыт боли и травмы. Эти осколки душ остаются в еще большем беспамятстве, а затем становятся чьей-либо пищей, либо рабами. Брошенные осколки душ не получают информацию о том, что они кем-то были отвергнуты, что не являлось оригинальным голографическим знанием, и никогда не должно было существовать или применяться. После того, как душа лишается своих частей, она отсоединяется от собственного голографического знания. Вместе с отколовшимся осколком души уходит часть уникального голографического знания, сознания, и таким образом, сама душа и ее осколки не обладают целостностью, подобно разрушенной мозаике. Более того, и еще худшее, в том, что души, брошенные другими, получив информацию об отторжении, повторяют одну и ту же историю, отбрасывая от себя еще больше душ, став причиной их порождения в неконтролируемом количестве. Данное обстоятельство вызвало непрекращающуюся потерю голографического знания в оригинальной душе, которая имеет связь со всеми брошенными душами. Когда произошла достаточно большая утрата голографического знания, такие души принялись воздвигать беззаконные по природе реалии, с целью поддерживать себя в межпространстве, вне реалии Тао,
ибо их знания оказалось недостаточно, чтобы соединяться с любой предоставленной грезой, которая мыслилась Тао. Вот, что представляла собой когда-то душа, известная как Ирайза. Души, которые оставили за собой так много осколков, что лишились необходимого знания, чтобы возвратиться к своему Тао, а затем воздвигали обособленные от Тао, межпространственной реалии, чтобы поддерживать самих себя. Однако такие души не имели достаточной энергии света и компетенций, знаний, чтобы поддержать свое творение, и поэтому в каждом последующем цикле расширения прибегали к вытягиванию энергии с Тао, втягивая в эти реалии другие души, оригинально невидоизмененные подобным образом в данных реалиях. Мы хотим подчеркнуть, что информация предоставляется не для осуждения, и Антихрист не является чем-то неправильным или злом. Леди Реза изучила вопрос происхождения Антихриста в истории всего, что есть, и обнаружила, что сам Антихрист является частью души, оставшейся от более раннего опыта во всем, что есть. Когда все, что есть, решил разделиться на мужскую и женскую противоположности, родилось не только явление полярности, но остались кое-какие части энергии всего, что есть, похожие на ошметки, лохмотья нитей при разрыве ткани, или стружку пыль, которые образуются при распиле материи, которым никто не придал значения. Так, сознание разделилось, и появились свет и тьма, появилось бессознательное. Тьма – то, что не осознается, не воспринимается. Так же, как и женское, в вашем творении, которым управляли два творца мужского начала, недооценивается, не уважается, не воспринимается, отвергается. Женское начало в вашем творении подверглось вымещению, искажению, и воспринимается как тьма. В физическом пространстве это явление имеет крайне выраженный характер. Все, что есть, не имел физической формы в том виде, как ее понимает человечество на данном этапе опыта, а представлял собой не физический океан энергии. При разделении этого океана надвое, некоторые части всего, что есть, не вошли в светокопию ни мужского, ни женского начала. Эти части стали фрагментами душ, оставшимися после этого разделения, подобно тому, как остаются части души при неполном вознесении, или акте разрушения, разделения. Подобные фрагменты не помнят целостности всего, что есть. По сути, Антихрист является ничем иным, как порождением мыслеформы разделения всего, что есть, не содержащим в себе ни женского, ни мужского, впавшим в беспамятство в результате раскола, став осколком всего, что есть. Эти части или осколки не имеют информации о том, как возвратиться, когда все, что есть, завершает свой эксперимент по разделению сознания и жизни, мужского и женского. В результате, осколки всего, что есть, никогда не были вновь включены в его ткань, и продолжали существовать в качестве фрагментов на протяжении нескольких вдохов-выдохов Тао. Они не смогли вернуться в исток ни в один из разворотов Тао. В состоянии отсутствия информации и полного беспамятства, эти антихристовы души, или осколки, спускались вниз по измерениям в поисках своего дома. Путешествуя по измерениям, такие осколки душ становились изгоями, в результате того, что были изгнаны, отторгнуты отовсюду, так как не пребывали в резонансе ни с одной из истин творения. Что чувствует изгой? Тот, кто не знает себя, кто изгнан отовсюду. Страх, одиночество, боль, обиду, страдания, злобу, ненависть, голод, нехватку, и в соответствии с этим, стремление поддержать свое существование потреблением, накопительством. Раскол, расчленение, не может не сопровождаться болью.
Эта боль записывается в энергетической матрице души и ее осколка в виде информации о травмирующем событии. Антихрист – это осколок души в состоянии непрекращающейся боли, впавший в беспамятство и распространяющий это состояние всюду, где появляется. При достаточно большом числе антихристовых душ, инкарнирующих на Земле, человечество в конце концов тоже впало в состояние беспамятства. Оно впало в беспамятство, когда большая часть записей искажения была передана человечеству антихристовыми душами, совершавшими неполные вознесения. Антихристовы души, не имеющие памяти обо всем, что есть, не знают о любви. Чтобы антихрист понял, что такое любовь, или что-либо относящееся к этой области, эта душа должна забрать записи любви у другого, потому что таких записей нет в ее собственном опыте, из-за полной траты памяти. Даже когда происходит поглощение антихристовой душой подобной информации, касаемой любви, для нее эта информация будет иметь такое же значение, какое имеет сегодня среди человечества. Что такое любовь для современного человечества? Для большинства – пустое слово, в крайнем случае – это привязанность. Когда Антихрист совершал свое вознесение, при этом в вознесении осталась значительная часть невысвобожденной кармы. Кого-то может заинтересовать, почему она осталась невысвобожденной. Согласно исследованиям Ордена Райза, это произошло в силу нескольких причин. Первая из них связана с расколом Земли на более раннем этапе ее эволюции. Эта карма перешла ко всем гуманоидам, привнесенным для жизни на Земле, поскольку карма по природе голографична. Записи об этом были стерты из всех библиотек вашей Солнечной системы, поэтому возносящиеся гуманоиды не знали о существовании такой кармы. Записи о произошедшем взрыве планеты Малдик были стерты из архивов всей Солнечной системы, включая архивы самой Земли. Кто стер планетарные записи? К стиранию записи имеет отношение энергия плеядианцев, которые проникли в них во время войн с Сириусом, в процессе очередного набега в вашу Солнечную систему, на закате эры Малдек. У многих может возникнуть мысль, но ведь столько хорошей информации поступает из плеядианских источников. Каким образом они могли сделать такое, если кажутся столь полезными и доброжелательными? Так же, как среди человеческого вида, на Земле, есть души-творцы и души-змея, также и в плеядианской цивилизации существуют созидатели и разрушители. Как бы там ни было, когда одна группа плеядианцев совершает нечто, приносящее вред другому, всей планете, или гуманоидам на ней, все плеядианцы наследуют карму, связанную с этим поступком. Значит ли это, что все плеядианцы плохие? Конечно, нет. Однако для того, чтобы Земля и человечество вознеслись, карма между плеядами и Землей, Мальдеком, должна быть полностью развязана. Для этого, в настоящее время, на планете Земля присутствуют инкарнированные плеядианские души. Именно Антихрист стоит за первым опытом информационного брокерства у человеческого вида. Первый акт передачи кармы произошел при самом первом вознесении на Земле. Напоминаем, что именно таким образом антихристова душа передала свою карму, не проработав ее, тем, кто возносился вместе с ней, и всем последующим поколениям. Любое изъятие записей и передача их из одного места в другое является результатом голографического отпечатка этого события, происшедшего при самом первом акте вознесения Антихриста.
поскольку для того, чтобы совершить собственное вознесение, антихрист Мельхиседек забрал записи вознесения у Рамы, Творца вашей части творения. Таким образом, мысли формы брокерства, барышничества, голографически перешла ко всему человеческому виду. В результате, она стала частью генетической информации гуманоидной формы на Земле. Примером этого является банковская, денежная, брокерская и торговая система вашего общества, а также полная погруженность человеческого сознания в материю и мысли-форму этих систем. Почему антихристова душа передавала карму другому? Карма не позволяет вознестись. Антихрист пребывает в состоянии неведения при отсутствии информации того, как отрабатывать карму или высвобождать негативные записи. Если кто-то не может высвободить или трансмутировать свои собственные записи, единственный способ, которым он мог вознестись, заключался бы в передаче своих кармических записей другому человеку и вменении ему ложной обязанности отрабатывать карму за другого. По ходу времени, когда все больше и больше антихристовых душ возносилось с земли, возносящиеся с такими душами оказались настолько перегруженными кармой, что сами не могли вознестись, возгораясь. Постепенно, на плане Земли такая передача кармы другому вызывает вместо вознесения спонтанное возгорание. По мере увеличения количества душ, переложивших карму на других, голограмма мыслеформы передачи кармы охватила всех. В результате, мыслеформа перекладывания кармы стала частью генетики человеческого вида. Со временем, возгорание тела во время неполного вознесения принималось за норму, и пепел от такого вознесения считался священным. Карма – это те задачи, которые ставит перед собой душа в процессе инкарнации. Карма – это духовные уроки, которые проходит душа, нарабатывая тот или иной опыт, формируя таким образом, в этом опыте свою качественную характеристику. Когда душа инкарнирует форму, она делает это ради того опыта, который может дать ей данная инкарнация. В конце инкарнации каждая душа перестраивается своим истоком, который, в свою очередь, вмещает все записи и собранную информацию, а затем, на основе этого опыта, понимает, что делать в следующий раз, как лучше выучить урок и достигнуть полного выражения тех или иных качеств, что полностью изменить, и что сделать по-другому. Именно путем такой перестройки развиваются все истоки и все души. Если душа утрачивает связь со своим истоком, как антихристова, то нечего и перестраивать. Более того, если душа утрачивает связь с истоком, нет способа перестройки между инкарнациями. В случае с антихристовыми душами нет истока, который вмещал бы записи и перестраивал их, и эти души не могут отработать собственную карму, потому что в отсутствие истока, к которому возвращаются, не существует и механизма перестройки, перезаписи. Такие души могут вознестись только посредством передачи кармы, своей тьмы, другому. Более того, постепенно, вследствие фрагментации, обширнейшего раскола всех душ, инкарнирующих на Земле, процесс перестройки между инкарнациями вообще прекратился. Согласно генетическим записям, около 30 тысяч планетарных лет назад, перестройка-перезапись остановилась, и в процессе вознесения, и между инкарнациями. В глубоком смысле, с той поры, человечество находилось в капкане стереотипа разрушающей душу рутины, в полном беспамятстве, одиночестве, без эволюции, собственной самооценки, роста и помощи. Записи архивов показывают, что Антихрист,
оставил на Земле первую значительную часть собственной души, или осколки, появившиеся в результате неполного вознесения. Этот первый раскол души разрушил связь по трем направлениям: между душой и телом, между душой и сознанием тела, а также между телом и сознанием уровня тела. Кроме того, еще первые 299 вознесений также были неполными, поскольку одна запись библиотеки Земли о том, как был разрушен Малдик, оставалась неизвестной, неотработанной и невысвобожденной, в силу того, что отсутствовала в библиотеке Земли, и они ее не знали. Каждая из этих 299 вознесений также оставила после себя очень маленькую часть своей души. Постепенно, при всей возрастающем числе вознесений, происходила все наибольшая фрагментация, которая вела человечество к откату назад или падению. По мере роста количества вознесений, человеческих антихристовых душ, записи вознесения и человеческой генетики, наряду с вибрациями творчества, любви, начали исчезать из человеческой голограммы и ДНК, и искажаться. Из духовной элиты нашлись немногие, кто постепенно склонился к смешанному браку с рабочими, поэтому искажение имело место во всех межродовых скрещиваниях. Сегодня можно сказать, что все вознесения на Земле, с момента появления великих мастеров, были неполными. Поскольку карма и мысли форма шли неотработанными, Махавишну, духовная элита, и отобранная красная раса, все более и более падали в искажения. Искажение, став достаточно большим, и карма, привлекло на Землю семейство Нанук, из Плеяд, которое также пребывало в искажении, ибо подобное привлекает подобное. А Нануки являли собой такое же искажение, обусловленное межродовым скрещиванием их семейной родословной с генетическим материалом другой родословной, радиоактивной по природе, происходящей с Альфы Центавра и Ориона. Поэтому с течением времени, семейство Нанук стало наполовину электрическим, наполовину радиоактивным. Сегодня Плеяды также представляют собой творение радиоактивно-электрическое. Интересно обратить внимание, что полномочия Плеяд постановили отправить Ананук на Землю, принимая данное решение в качестве способа их удаления с Плеяд. В действительности, диссонанс Ананук создавал затруднения в общем энергетическом потоке плеядианцев, препятствующим плеядианским гуманоидам вознесению в пятое измерение. Поэтому для устранения причины диссонанса, иерархия Плеяд поручила Нанукам работу над проектом вдали от дома. Однако, в конечном счете, это не решило их проблему, поскольку Плеяды наследовали всю карму, которую породили на Земле их сородичи. Карма предполагает только повторение себя, а кроме того, за последние столетия, Плеяды, подобно Нанукам, также стали полуэлектрическими, полурадиоактивными. Карма голографична. Карма целиком распространяется на генетических потомков, на всех, кто несет в себе часть соответствующего происхождения. Вера в то, что можно кому-то, или куда-то еще, передать свои реалии, даже если они дисгармоничны, и быть при этом навсегда избавленным от них, и никаким образом больше не испытать их последствий, это величайшая ложь и заблуждение. Отсрочка кармы, путем перекладывания ее на другого, применяемая в современной черной магии, является рептилоидным наследием Ананук. Человеческая генетика также является голографической, и вся карма неизбежно переходит к будущим поколениям. Многие из текущих проблем гуманоидной цивилизации Плеяд связаны с произошедшими на Земле событиями, имевшими место с небольшой группой представителей их цивилизации, известных как Ана, Ану, Ангх, Анухази,
Анануки. Поскольку эти записи являются коллективными, для плеяд имеется благоприятная возможность прийти к осознанию того, что они на себя навлекли, выбирая высвобождение и прощение этому. Таким образом, все можно преодолеть. Великое центральное солнце делает доступными записи Земли для каждого творения, реализовывающего в нем такую же цель. Когда на Землю пришло достаточное число антихристовых душ, они смогли уничтожить великих мастеров, полностью конфисковать у них информацию о Вознесении и генетические записи. Человеческий генетический материал постепенно стал столь неполным, что чаще, вместо Вознесения, происходило спонтанное возгорание. Более того, когда еще больше записей, информации и генетического материала исчезло, человеку осталось только 2 нити ДНК, Вознесение прекратилось, и за этим последовал полный упадок человеческого рода. Когда после смерти великих мастеров, красные ложные боги, антихристовы души другого творения, конфисковали их информацию, они обрели сведения о Вознесении и попытались возноситься. В силу ограниченности своей компетенции, они решили, что возможно возноситься только в теле света, оставив при этом физическое тело умирать. И когда ложные красные боги попытались возноситься в теле света, без трансформации мыслеформы и надлежащих биологических модификаций физической формы, произошел еще один раскол между телом света и физическим телом. Форма оставлялась, чтобы функционировать во все более мощной модели Меркабы, заставлявшей физическое тело идти в распад и падение, в то время как тело света возносилось. Но в действительности вы не можете вознести только одну часть себя, это не работает. В такой ситуации, тело света никогда не достигало 4-го измерения, а форма просто сгорала, или очень скоро умирала от болезни при такой попытке ложного вознесения. До наших дней существует большой разрыв между планами реальности тела света и физическим миром, который остался из-за миллионов ложных вознесений, в которых возносилось тело света, без такого же вознесения физического тела. В такой искаженной парадигме, в настоящее время, продолжает пребывать некоторое множество из современного псевдодуховного сообщества, которые продолжают руководствоваться методами своих ведических учителей. Образовавшийся раскол между телом света и физическим телом заставляет на физическом плане полагать, что тело света и нефизического мира не существует, а тело света полагать, что не существует физического мира. И тело света, и физическое тело должны сплотиться, чтобы восходить к посвящениям выше 2200 уровня. Когда тело света и физическая форма сливаются в один сосуд, они проникают в 4-е измерение. Если восходит только одно физическое тело, или тело света, то каждому из них по отдельности перекрыто движение сколько-нибудь выше уровня 2200 в этой жизни, ибо результат – просто еще одно ложное вознесение. Тело света существует на планах реальности, находящихся на одну октаву выше физического. Эта реальность не является четырехмерной, но полуэфирная по природе. В своей реальности, тело света имеет собственных друзей, перемещения, помощников, коллег, детей, дома и средства к существованию, вместе с другими заботами. Однако, будучи полуэфирным, у него отсутствует реальная необходимость есть или спать. Кроме того, реальность тела света значительно менее ограничена, чем реальность физическая, и обладает знаниями о космических перемещениях и коммуникации с разновидностями из других звездных систем, включая коммуникацию с нефизическими царствами.
В этих состояниях в настоящее время живут люди внутренней Земли, именуемые Эншар, или Агарта. Когда ложные красные боги пытались возносить некоторые племена красных народов в четвертое измерение, инков, майя, ацтеков, аназацев, произошел еще один раскол – раскол человечества, который в итоге создал две цивилизации – цивилизацию на поверхности Земли и цивилизацию Эншар, внутри Земли, где вплоть до недавнего момента времени также практиковались неполные вознесения, до тех пор, пока на это не было наложено вето, Матерью Землей, и новой духовной иерархией Земли. Все подобные вознесения проходили во внутренней Земле. Под руководством ложных красных богов, люди Эншар, как и древние племена майя, ацтеков, не совершили полного вознесения в четвертое измерение, как это принято считать. При этом, в результате этих вознесений, они оставили также множество осколков душ. Все эти вознесения были неполными. Люди, которые вознеслись в четвертое измерение и продолжают существовать во внутренней Земле, являются физическими, но при этом полностью слились со своим полуэфирным проводником, который дает уравновешенное поле, форму и хорошо сбалансированную грезу, которая знает более длинную продолжительность жизни и жизненный опыт, не вызывающий болезней и дефектов, как сейчас это распространено в трехмерной форме на поверхности Земли. Неполные вознесения некоторых красных племен и людей внутренней Земли в четвертое измерение вызвало еще один глобальный раскол в человеческом сознании. Возникает вопрос, как и каким образом людям цивилизации Эншар удалось вознестись в четвертое измерение. Неотработанная карма вознесшихся была перенесена на человечество, проживающее на поверхности Земли. Такое стечение обстоятельств неизбежно вызывало крайне противоположные проявления в человеческом сознании. Чем выше они возносились, тем глубже падала в вибрациях человечества на поверхности Земли. Это выразилось в крайнем разрушении, которое привело к 3 периодам ядерного уничтожения за всю человеческую историю. Обе эти цивилизации живут и жили относительно обособленно, не подозревая о существовании друг друга, до определенного, текущего момента времени. Цивилизация Эншар продолжала вплоть до недавнего времени практиковать неполное вознесение под руководством ложных богов, тем самым усугубляя раскол, расширяя сферу темного бессознательного, вымещая свою неотработанную карму, неосознанную тьму, на человечество поверхности Земли, тем самым приумножая боль и страдания на поверхности Земли. Среднестатистическое большинство представителей Эншар, кроме духовной элиты, вообще не имеет представления о том, что на поверхности Земли также существуют люди, аналогично тому, как обыватели на Земле не имеют информации о том, что под землей проживает целая цивилизация людей. В настоящее время, духовное руководство Эншар пришло к пониманию данной проблемы и постепенно входит во взаимодействие с человечеством на поверхности Земли, в частности с возносящимися посвященными. В качестве кармического равновесия, многие из них решились на инкарнацию среди человечества на поверхности Земли. Мы просим каждого, кто воспринимает данную информацию, не впадать в осуждение, ибо многие из вас неоднократно воплощались в цивилизации внутренней Земли. Таким образом, осуждая кого-то, вы осуждаете себя. Прощая кого-то, вы прощаете себя. И лишь работа в причине, осознание всего, что случилось, а далее прощение всего, даст вам возможность преодолеть карму разделенности и войти в еще большее единство. Дорогие, человечество представляет собой единый вид,
независимо от наземного или подземного проживания, и в Вознесении, в рамках крайней полярности, у каждого будут представлены противоположности обоих полюсов полярности. Земля должна вознестись как целое. Человечество должно объединиться в своем стремлении вознестись. И это включает в себя не только Землю, но и все виды жизни на ней. Сознание тела света должно выразить намерение возноситься совместно с физическим телом. Увы, многие в физическом теле, кто выражает намерение вознестись, имеет тело света, поглощенное иными заботами, нежели духовная эволюция. Аналогичным образом, многие из избравших вознесение тел света имеют физическую форму, внимание которой сосредоточено совсем на других интересах. Единственным результатом такой разобщенности является неспособность вознестись, ибо физическое и нефизическое должны сообща работать друг с другом ради полного вознесения к четвертому измерению и выше. Необходимо вознесение всех людей в четвертое измерение, чтобы высвободить всю карму сложным вмешательством. Поскольку люди вновь овладевают полным вознесением, со временем, тело света и физическое тело должны слиться в единый сосуд, и тем самым положить конец дальнейшему познаванию крайней полярности в человеческой форме. Здесь можно понять, почему и физическому телу, и телу света необходимо сознательно выражать намерение вознестись, поскольку таковое требует, чтобы оба сознательно продвигались в одном и том же направлении с целью выполнить общую задачу. В результате этого, планы тела света проявляют активность, и в частности, чтобы помочь сознанию войти в контакт со своей физической формой, в целях содействовать ее переориентации к выбору возноситься. При этом, возможность вознесения больше, в которой обе формы на обоих планах реальности намереваются возноситься сообща. Если внешняя Земля не будет возноситься вместе с внутренней, то никто не достигнет успеха, а Земля воспламенится, когда попытается войти в великое центральное Солнце. Люди внутренней Земли приходят к пониманию такового. Увы, ложные боги, Шива, Будда, Гуаньинь, и тот, которым люди Земли, внутренний и внешний, поклоняются, не резонансны с таким видением. Они предпочли далее продолжать действовать в рамках крайней поляризации и вытеснением тьмы на поверхность Земли. Советы, наблюдающие за человеческим вознесением внутренней Земли, отстранили старое духовное руководство Шамбалы и ложных красных богов из-за постоянно чинимых препятствий для вознесения. В связи с этим, Земля и Солнце решили всецело удалить как красных, так и белых ложных богов из человеческой грезы. Причина для этого проста: они только и делали, что служили препятствием зарождению достаточного количества человеческих вознесений, которые позволили бы большему числу людей восходить в грядущих временах очищения. Такие души не могут расти или развиваться. Как красные, так и белые ложные боги в своих действиях только увековечивают свои разрушительные реалии, несмотря на красноречивые и вдохновляющие послания от них. К сожалению, в настоящее время, многие люди и по сей день обращаются к верованию и руководству ложных богов в своих грезах. Уверяем вас, таким грезам сбыться теперь уже не дано. Еще одной, немаловажной причиной раскола в процессе вознесения является принятие на себя чужой кармы, или иными словами чужой тьмы. Передача тьмы, кармы от одного человека к другому, из одного места в другое, представляет собой одну из форм информационного брокерства, описанного раньше. Принимая чужую карму, человек может делать это в силу привычек и соглашений, заключенных в давнее время,
кем-то из предков в прошлых жизнях, или родственников в настоящем. В некоторых родословных есть так называемый конкретный сжигатель кармы, согласившийся распять себя за всех, принять всю карму генетической истории целого рода. С преодолением таких соглашений, чужая карма будет возвращена породившему ее источнику. Выяснено, что ложное вмешательство несет частичную ответственность за распятие Иисуса, поскольку переложило на него карму распятия, не принадлежавшую ему по рождению. Это стало причиной его уничтожения, а не вознесения. Примером перекладывания кармы в настоящее время является ситуация, когда кто-то, например, работодатель перекладывает свою ответственность за те или иные действия, распоряжения, указания, на своих подчиненных, при их молчаливом согласии. Не зря говорится, молчание – знак согласия. Молчаливое согласие, соглашение, есть такое же заключение договора, в обмен на что-либо. Оплата всегда одна – раскол души, утрата энергии, своей силы, памяти, себя, своего «я» и своей истины. Принимая чужую карму, человек не может преодолеть ее при собственном вознесении, тем самым произведя раскол в той части своей души, куда эта чужая карма была внедрена. Если человек обнаружит много осколков, появившихся в результате принятия чужой кармы, то для освобождения от этих соглашений, ему необходимо намерением вернуть карму ее источнику, а затем проявить сознательное намерение восстановить область раскола в своем собственном поле. Здесь мы подходим к последнему вопросу, состоящему в том, что все антихристовы души в вашем творении должны быть собраны орденом Райзы и возвращены к своему истоку для перестройки. При этом в них вновь будет заложена любовь и память о том, кем они являются. Это самый великий дар тем, кто постепенно впал в беспамятство. Возносясь, человек становится маяком, с помощью которого Орден Райзы может собрать антихристовы души и силы тьмы, и вернуть их к истоку. Силы тьмы персонального уровня, мешающие человечеству, будут собраны и возвращены в Орден Райзы, а также своим творением, теми, кто совершает вознесение в человеческой форме. Поскольку неполное вознесение является на Земле единственной известной формой вознесения гуманоидов, естественно, что даже сейчас в процессе посвящений, чье-то вознесение начнет осуществляться в виде неполного вознесения. Чтобы вернуть человеческий вид из этого состояния, необходимо изучить, и шаг за шагом высвободить карму, относящуюся к проявлению этого опыта. Многих интересует, почему наши каналы настолько углубляются в вопросы кармы. На данном этапе своей эволюции, наши каналы никого не судят. Они лишь делятся своим опытом вознесения, с тем, чтобы за ними могли последовать другие. При вознесении, каждая кармическая запись должна быть проявлена и просмотрена, всей записи полученного жизненного опыта, после чего карма должна быть высвобождена. Если один сегмент кармы остается невысвобожденным, происходит неполное вознесение. Неполное вознесение создает раскол души, оставляя осколки душ с неотработанной кармой, приумножая силы тьмы. Почему происходит раскол души при неполном вознесении? Раскол души происходит в процессе вознесения, когда часть души человека отстает на определенном этапе посвящений. Фрагментированные части души, осколки, остаются не трансформированы, если они не интегрированы. Фрагменты души остаются не трансформированы также в том случае, если для их интеграции недостаточно энергии.
Посвященному необходимо интегрировать все бессознательные части самого себя, отколовшиеся в результате нежелания прорабатывать те или иные генетические аспекты своего жизненного опыта, и вернуться к исследованию своей собственной кармы, с тем, чтобы предотвратить дальнейшее раскалывание души. Вся планетарная карма, включая человеческий жизненный опыт, являются частью голограммы Земли. Любая душа или вид, приходящий для жизни на Земле, вбирают всю планетарную карму. Частью роли, обладающего сознанием вида, такого, как гуманоидный, является помощь Земле, в понимании ее собственного опыта. Такой опыт все время аккумулируется и осознается в процессе вознесения, когда возвращаются, просматриваются, понимаются и затем высвобождаются все записи. Таким образом, гуманоидный вид, как и любой другой вид жизни на Земле, существует для того, чтобы помочь ее вознесению. Но в результате стирания планетарной кармы, гуманоидный человеческий вид, вместо этого, снизил свою вибрацию и полагает, что пребывает в обособленной реальности. На самом деле, это настолько обширная проблема, что наши каналы обнаружили сотни и сотни частей себя, оставшихся или отколовшихся с того момента, когда они начали процесс вознесения, много лет, а возможно и тысячелетий, назад. Когда выяснилось, что их путь ведет к неполному вознесению, они сознательно приняли решение вернуть себе все осколки, оставшиеся неинтегрированными в процессе биологического вознесения. Возвращение этих осколков выявило много примеров, которыми мы хотели бы поделиться с совершающими вознесение в данный период истории. Одна из главных проблем является неспособность высвобождать всю карму, что является в свою очередь необходимым условием для полного вознесения. Гордыня, самонадеянность и высокомерие – серьезная проблема всех людей. Все люди в значительной степени высокомерны, и, как правило, каждый вокруг определенной мыслеформы. Большинство людей несет в себе две основных самонадеянности, к проработке и высвобождению которых обычно обращаются в восхождении к 3000. При этом имеет дело с проработкой личных отношений. Для всех восходящих людей, данная проблема заслуживает изучения на внутреннем уровне, и касается выяснения, какова ваша основная самонадеянность. Большинство посвященных оказались не в состоянии исследовать свои эмоциональные и ментальные стереотипы, которые связаны с главными чакрами и записаны в их соответствующей области. Каждая самонадеянность связана с центром главной чакры, и, следовательно, склонные к одной или нескольким самонадеянностям, также потенциально склонны восходить в болезнь, именно в областях соответствующих чакр, особенно если в процессе восхождения там периодически возникает или поддерживается раскол. Расколы в энергетическом поле и чакрах подразумевают перескакивание через отдельный сегмент предыдущего посвящения и связанных с ним генетических материалов, что в свою очередь может привести к болезни, если остается неисправленным. У восходящих посвященных наблюдается поспешность, проявляющаяся в желании перескочить через определенные этапы своего восхождения, особенно если в какой-нибудь области формы в наследственных воспоминаниях имеется запись глубокой травмы. Как правило, раскол души, тонких тел и чакр – это результат устойчивого нежелания работать с определенной мыслеформой, информации особо травмирующего инцидента, записанного в пределах этой области, который посвященный предпочел бы никогда не рассматривать, или сталкиваться с ним лицом к лицу. Осколки прямо связаны с камнем преткновения, конкретным стереотипом, который посвящаемый не желает в себе видеть.
В отколовшейся части души содержится все неосознанное, вытесненное, вымещенное в бессознательное, например, запись о карме, невыполненном уроке, травме, ране, потрясении, например, и чаще всего, о совершенном или перенесенном насилии. Все расколы имеют привязки или шнуры, что простираются от эфирного тела, выходят из поля и подсоединяются к конкретному месту или предмету, объекту, с которым посвященный оказался не в состоянии трансформировать кармическую связь, и тем самым убрать привязанность. В конце энергетического шнура вы найдете фрагментированный осколок души, часть вашего бессознательного, некоторых утраченных предков и информацию, которые необходимо интегрировать, чтобы излечить раскол. Раскол оставляет в поле ауры трещину. К этой трещине подсоединяется конкретный жгут, прикрепленный к эфирному телу формы, который приведет вас к той части души, которая осталась непроработанной на более раннем этапе вознесения. Трещина, оставшаяся в поле ауры при любом расколе, создает в эфирном теле проход, через которую посвящаемый выходит энергия, и он может подвергаться энергетическим атакам других, либо получать способ бессознательно причинять вред, или подвергаться ему. Если человек перепрыгивал через определенную часть посвящений, то каждый раз, при проработке этой же части, в его поле остается рубец, энергетически связанный с осколком души. Кроме того, перескакивается часть биологического процесса, оставляя в клеточной структуре область рубцовой ткани, не перешедшую в кристаллическую форму или содержащую невосстановленный распад. Когда в процессе вознесения человек продолжает двигаться к расколу, обходя тяжкие этапы проработки негативных эмоций и мыслеформ, то рано или поздно это приведет к формированию болезни. Часто, в процессе восхождения, посвященные, вновь и вновь, создают раскол в одной и той же области формы. Это лишает отдельную часть формы необходимой трансмутации в кристаллическую структуру, так как обеспечивающая такой переход, необходимая генетическая информация, становится недоступной при расколе. Некристаллическая ткань, окруженная клетками, уже ставшими кристаллическими, распадается быстрее, чем до начала вознесения, и если таковое не будет вовремя исправлено, то со временем приведет к онкологии или другим серьезным заболеваниям. Когда посвященные предпочитают пропускать тяжелые эмоциональные проблемы, связанные с их биологической природой, вновь и вновь, то в итоге это может стать причиной еще большего раскалывания света и тьмы. Тьма, остающаяся в бессознательном неинтегрированной, будет вызывать болезнь в соответствующих частях формы, поскольку в генетических материалах имеется брешь, то есть отсутствуют некоторые звенья генетической информации. Как целители, так и посвященные, одинаково в состоянии искать такие шнуры, фрагментированные частицы души, потерянных предков, и утраченное бессознательное, выражая намерение интегрировать все это, проводя какое-то время в самоанализе, интроспектральном исследовании, соответствующей эмоциональной травмы, так как в противном случае, что-либо меньшее, будет приводить только к ранней смерти, через травму или болезнь. Именно поэтому наши каналы уделяют так много времени анализу кармы, о чем мы просили их написать, с тем, чтобы другие люди, совершающие вознесение, могли бы проанализировать собственные записи аналогичного характера, необходимые для этого. Сейчас в ходе вознесения Земли, все воплощенные формы на Земле прорабатывают свою собственную карму, образовавшуюся во многих падениях вибрации, происшедших за время истории Земли. В процессе вознесения они возвращают себе потерянные части душ, утраченные в ходе опыта эволюции. И когда все виды вознесутся, туман из осколков фрагментированных душ,
будет расчищен, исцелен, и души снова обретут свою целостность. Это восстановление целостности является даром вознесения. Когда все, что вытеснялось в бессознательное, травмы и события, осознаны и интегрированы, тогда осколки присоединяются, душа все более исцеляется. Когда осколок найден, возвращен, присоединен к целому, и соответствующий стереотип высвобожден, на место встанет недостающий фрагмент энергетической решетки, восстановление и целостность которой необходима для полного магнитного биологического вознесения, что позволит форме перейти в кристаллическую структуру в течение весьма короткого срока. С присоединением осколка, и всех осколков, аура становится менее подвержена утрате энергии, или проницаемости для внутренних, либо внешних форм причинения вреда. Для этого необходимо, чтобы человек выразил сознательное намерение совершить это. Когда посвященный выявляет, что в процессе вознесения он пережил раскол, требуется выразить сознательное намерение вернуть назад недостающие части своей души и избавить свое поле от ранее неосвобожденных стереотипов. Каждый осколок будет связан с частью биологического процесса, через который также перескочили на соответствующем этапе вознесения, и поэтому не было перехода в кристаллическую структуру и восстановления распада. Мысленно или словесно сформулированное намерение желательно выражать в первые минуты пробуждения после сна, или в полудреме в момент засыпания, так как канал, позволяющий намерению быть услышанным душою, наиболее чист в эти минуты. Несмотря на то, что за вознесением наблюдают, по сути, оно представляет собой процесс внутреннего самоконтроля. Советы наблюдают за управлением коллективным знанием вознесения. Советы также организуют посвящения, испытания, показывающие, насколько и в какой степени посвященный охватывает парадигму единства. Подобные проверки, будучи переданными в сновидении, передаются на физический план. Физические испытания – это совокупность всех отношений в вашей жизни. Каждый раз – это окно возможности осознать свои уроки и полностью преодолеть карму. Когда предлагается возможность идти в состоянии необусловленности, насколько глубоко и стабильно вы центрированы, сохраняете беспристрастность, справедливость, равновесие. Насколько способны в возникшей ситуации осознавать свой выбор, насколько готовы вступать в компромиссы, сделки с тьмой, высвобождать стереотипы, исследовать парадигме своей собственной истины. Привержены ли плавно продвигаться к изменению, принять изменения, с тем, чтобы наращивать потенциал своего дальнейшего вознесения? Вознесение должно вызвать постепенный отказ от всего, что не служит выбору возноситься, и эти перемены имеют прямое отношение к завершению кармических отношений с теми, кто присутствует в вашей жизни. Если они не происходят физически, то карму высвободить не удалось, и, следовательно, никакого вознесения не происходит, или идете к неполному вознесению. Все это наблюдается душой, высшей душой, и советами, и касается непосредственно ваших физических проверок. Если вы не в состоянии произвести необходимые изменения в своей физической жизни, если в ущерб своему собственному вознесению стремитесь сохранить свой привычный комфорт, большой материальный доход, или свою должность, или же с кем-то вступаете в сделку, за счет своей собственной совести, за счет утраты части своей души, то вследствие возникновения расколов, ваше восхождение далее пересматривается. Если раскол в определенной области проявлен уже довольно существенно, то возносящемуся необходимо возвратиться назад и направить силы на осознание,
и преодоление того, что в свое время осталось неисполненным и было проигнорировано. Вознесение – реалии, в которых неоднократно приходится двигаться назад и вперед, ибо раскалывание кармы на сегменты – обычное дело, присутствующее практически во всех родословных из-за отсутствия целостности в записях предков. Довольно часто посвященные собирают свои записи непосредственно в процессе обработки глубокой эмоциональной травмы, вложенной в эфирное тело. Когда записи высвобождаются, происходит их присоединение к голографической памяти всех наследственных событий, всех голографически родственных людей. Такова работа первопроходцев, совершающаяся благодаря службе воздвигнутого голографического храма, известного как храм предков, храм родословный. Движение вперед, назад при вознесении является постоянной частью процесса вознесения. Поэтому возвращение назад, чтобы исправить кое-что, не является неправильным. Тем не менее, посвященный продолжает увеличиваться в вибрации, так как при более полном высвобождении привязанностей, основанных на карме, ликвидируется все больше и больше утечек в его поле, которые были причиной повседневной траты энергии. Решив привести к первоначальному виду 144 родовые линии, выбранные вашей душой при рождении вашего конкретного воплощения, вы сможете определить, какую карму не удалось раньше высвободить при вознесении, и тогда она может быть полностью проработана. Изменение в картине родословной вызовет перемены во многих вещах, включая энергетическую решетку вознесения. У вас могут оказаться невосстановленными расколы, которые теперь можно будет полностью исправить и вместить. Итак, раскол души, раскалывание света и тьмы, является результатом мыслеформы разделения. Когда при акте вознесения отстает какая-либо часть души человека, когда-нибудь в будущем вся душа должна будет вернуться и собрать все, что было оставлено. Таким образом, неполное вознесение оказывается бесполезным для эволюции любого творения, потому что требует от каждой души, в конце концов, начать все сначала. Неполное вознесение ведет к болезни и ранней смерти. Полное вознесение создаст сбалансированное поле, дающее возможность жить, становясь свидетелем предстоящих времен перемен и рождения грядущей золотой эры. Поэтому, для посвященных становится весьма важным проявлять решительность и настойчивость в изучении, ревизии собственного поля, стереотипов, мыслеформ и эмоциональных, физических проблем, так же как в выражении намерений их преодоления. Вознесение затрагивает только те души, которые желают завершить процесс инкарнации в данном измерении. Для достижения этой цели, каждая душа должна высвободить свою собственную карму, накопленную в этом измерении, и всю наследственную карму от тех воплощений, в которых она инкарнировала. Очищение кармы в процессе вознесения происходит путем периодических перестроек, во время которых душа возвращается к истоку, где записи просматриваются, осознаются, вмещаются, и затем убираются из воплощения. В процессе перестройки полностью аннулируется основанная на полярности карма и связанные с ней жизненные уроки. Аннулирование происходит в полном сбалансировании. Для посвященных будет благоразумным развивать способности самоисследования, самоанализа и начинать осознавать свои собственные биологические и эмоциональные стереотипы. Все посвященные подвергнуты тем или иным искажениям, страхам, сомнениям и самонадеянностям, которые требуется преодолеть. Как правило, в вознесении, самонадеянность
вызывает наибольшие затруднения, ибо в самом ее наличии проявлена тенденция к расколу и действиям вслепую по отношению к тем, кто также высокомерен в мыслях о самом себе. Также, сомнения в самом себе и страх порождают оцепенение, неспособность действовать без поддержки книг, гуру или кого-либо извне, а следовательно, невозможность возноситься вообще. Каждый раскол соотносится с тоном или серией тонов языка света, которых недостает в поле, если его исследовать. Посвященные могут исследовать вопрос недостающих тонов творения в заякоренном у себя языке света, а затем выражать намерение интегрировать их, чтобы обеспечивать себе полное вознесение. Каждый диапазон посвящения приводит в движение различные формы перестройки, позволяющие постепенно преодолевать полярность. С преодолением достаточной доли полярности, посвящаемый начинает вмещать объединенное сознание, или другими словами, язык света, представляющий собой мыслеформу, основанную на единстве. Каждый раз, когда кто-то видит тьму в другом, он видит ее в себе. Высвобождая тьму, отпуская и прощая, он одновременно прощает и себя. Таким образом, вознесение несет сострадание, признание, понимание и прощение любого жизненного опыта, который аккумулируется с помощью получения и осознания всех кармических записей, накопленных с течением времени. Надеемся, эта информация была полезна для вашего персонального пути вознесения. Благословляем.